Отличная подборка фигурок, неплохая детализация и несколько интересных функций. Именно так выглядит пятая версия пустынной шлюпки в формате мини-фигурки, где действие разворачивается вокруг ямы Сарлака, который также получил обновленный дизайн. Поводом для отказа от покупки данного набора является, пожалуй, только цена, а вот все его плюсы вы узнаете из этого обзора, поэтому начнем по порядку. Набор состоит из 558 деталей и поставляется вот в такой небольшой квадратной коробке с изображенными на ней главными героями сцены и очередной эксклюзивной фигуркой, посвященной 25-летию серии «Звездные войны». Обо всех этих фигурках я, как всегда, расскажу немного позже, поэтому открываем коробку и переходим к сборке. Внутри нас встречают 6 пакетиков с деталями и 2 небольшие инструкции. Также тут находятся без какой-либо упаковки 2 маленькие трубки, которые нам еще пригодятся. Быстренько все раскладываем по местам и начинаем собирать. Сборочный процесс мне понравился, причем особое удовольствие доставила сборка самой ямы Сарлака и прилегавшего к ней песка. Правда, есть одно но об этом чуточку позже. Кстати, пока я тут собираю, вы можете подписаться на канал, если еще не подписаны, и поставить лайк этому видео. Лишним, я думаю, не будет. Устанавливаем на место клюв монстра, и яма Сарлака готова. Из последних 2 пакетиков была собрана сама песчаная шлюпка, и теперь, когда все готово, можно поговорить об этом наборе более детально. Эта модель Сарлака значительно больше своих предшественников, в первую очередь из-за размеров самой ямы и песка, который ее окружает. По моему мнению, это абсолютно верное решение, так как предыдущие версии имели достаточно комичные размеры, не отражая всю суть этого подземного монстра. Маленьким разочарованием является задняя часть этого песчаного холма, где расположены ручки управления щупальцами Сарлака. Все эти черные и серые детали стоило бы прикрыть, оставив снаружи лишь сами рычаги. Это помогло бы сделать вид постройки более завершенной и презентабельной, но решили не заморачиваться, оставив все как есть. В любом случае, даже несмотря на этот момент, постройка впечатляет, особенно если говорить о самом Сарлаке. Его щупальца, клыки и сам клюв выглядят потрясно, причем щупальцам можно придать различные положения на ваш выбор. Покатые элементы вокруг ямы создают эффект глубины, а элементы цвета нуги наряду с клыками монстра лишь подчеркивают этот эффект, добавляя в постройку еще больше структуры. Плюс мне нравится, как дизайнеры разбавили цвет песка более темными оттенками, которые воспринимаются как влажный песок, что положительно сказывается на визуальном восприятии этой ямы. Клюв изменений не претерпел. Это те же 2 элемента, которые использовались в предыдущей постройке 2017 года. Видимо, этого и не требовалось, так как выглядит он вполне завершенным, а главное позволяет разместить там фигурку Боба Фетта, который угодил к Сарлаку на обед. Пустынная шлюпка имеет похожий на своего предшественника вид, однако ее детализация явно улучшилась, и особенно это заметно в задней части постройки, где ее корпус выполнен с использованием техники снот. Она без проблем позволяет разместить все фигурки на своем борту и даже наделена небольшими функциями. Например, как этот выдвижной мостик, по которому шагал Люк, чтобы быть брошенным в пасть к Сарлаку. Он приводится в действие нажатием на маленький круглый элемент, находящийся с обратной стороны. И по сути это просто 3 элемента, которые вставлены в заранее подготовленную полость. Причем трение этого мостика настолько мало, что может спровоцировать его самоизвлечение без видимых на то причин. Похожая ситуация обстоит и с этими перилами, которые раскрываются, воссоздавая сцену из фильма, когда началась битва и судно накренилось над ямой Сарлака. Они никак не зафиксированы и могут случайно быть открыты, но сказать, что это является проблемой, я не могу. В дизайне данной пустынной лодки определенно заслуживает внимания ее не самая худшая детализация с учетом небольшого размера постройки. Например, как двигатели, аккуратно расположенные в хвостовой части, или же рулевая колонка с рычагами управления, украшенная роликовыми коньками сверху и в середине.
Мне также особенно нравятся эти коричневые перила, которые выполнены просто и со вкусом, дополняя внешний вид модели. Обратите внимание, что в набор включены прозрачные элементы подставки, которые создают эффект полета. Это было совсем не обязательно, но их наличие – это однозначно плюс. Ничего особенного в этой лодке, казалось бы, и нет, но она все равно смотрится хорошо, я бы даже сказал отлично. Пока я собирал данный набор, я поймал себя на мысли, что он является одним из лучших наборов серии, представленных в этом году. Не лучшим, но одним из них. Он выглядит так, будто является дополнением к UCS набору Баржа Джабы, ведь его детализация и общие размеры отлично подойдут, чтобы воспроизвести ту самую сцену. Плюс фигурки героев из этого набора не повторяются, а наоборот являются необходимыми, ведь именно их и не хватает в UCS наборе. Ну и раз уже затронули тему фигурок, то давайте о них и поговорим. Начнем со злодея, который представлен здесь в едином экземпляре. Это наемник по имени Боба Фетт. Фигурка имеет ряд детальных принтов по всему телу, включая ее шлем. И ранее она появлялась лишь в одном небольшом наборе. Было бы здорово добавить сюда еще и накидку, но вместо нее мы получили просто реактивный ранец, хотя одно другому не мешает. Под шлемом кроется классно воссозданное лицо персонажа, полное различных шрамов и увечий, полученных наемником за всю его веселую карьеру, чего лишь стоит быть проглоченным Сарлаком, не так ли? Следующим на очереди является обновленная фигурка Лэнда в доспехах. Фигурка является уникальной и в таком виде не появлялась уже более 10 лет, поэтому можно сказать, что его возвращение было долгожданным. Фигурка претерпела ряд изменений, это касается как торса, так и его ног, причем последние обзавелись принтами, где теперь можно наблюдать элементы доспехов. Форма шлема осталась прежней, но принты на нем немного изменились, причем эта версия мне нравится больше. Под этим шлемом скрывается двусторонняя голова фигурки, которая отражает веселый нрав этого персонажа, с какой стороны ни посмотри. Не сказать, что фигурка пестрит принтами, но их качество и внимание к мелким деталям мне безусловно нравится. Получилось хорошо. Люк Скайуокер, так же как и Лэндо, не появлялся в своем черном наряде джедая более 10 лет, и за это время его дизайн преобразился просто на отлично, сделав фигурку уникальной. В основном это заслуга новых волос, которые дебютировали в прошлом году и до сих пор принадлежали только персонажу Люка, хотя принт на его ногах также вносит определенную лепту в его новый дизайн. Его двустороннее лицо эмоциями не блещет, это либо лицо с легкой ухмылкой, либо лицо, пребывающее в сосредоточении, ни больше, ни меньше. Хан Соло, представленный в данном наборе, также является уникальной фигуркой. Это стало возможным благодаря новому дизайну его торса и его обновленной голове. Выражения лиц Хана мне безусловно нравятся. На каждом из них дизайнеры очень тонко передали вид человека, который только что очнулся от карбонита и практически ничего не видит. Плюс это прекрасный пример минимализма. Как видите, фигурка не обладает огромным количеством принтов, однако ее внешний вид является вполне завершенным и не требует вмешательства, как в принципе и фигурка Чубаки. Дизайн данной фигурки не меняется вот уже 10 лет, и по-видимому этого не требуется, ведь его цветовая гамма и текстура меха выглядят прекрасно, хотя, конечно, было бы интересно взглянуть на новую версию. Ну и наконец-то эксклюзивная фигурка инопланетного уродца, который меня прям-таки впечатлил. Это не Нанп или Найнумп, в общем вот этот вот парень. Его ярко-красный наряд наряду с черной жилеткой очень круто смотрится в реальности, а все эти принты с мелкими деталями этому лишь сопутствуют. Данный персонаж появился впервые в виде фигурки Лего, и специально для него была отлита новая голова, которая отлично передает его инопланетное происхождение, гораздо лучше, чем обычная с напечатанным лицом. Как и все юбилейные фигурки, это устанавливается на специальную подставку и отправляется составлять компанию другим моим юбилейным фигуркам серии. А пока они там общаются, давайте подведем итоги. Что мы имеем, друзья? Рекомендованная розничная цена этого набора составляет $80, что очень сильно может спугнуть потенциального покупателя. Особенно если вспомнить, что вот этот набор включает в себя почти на 100 деталей больше, а стоит на $10 меньше. Но из них двух, Сарлак и компания, мне нравятся больше.
Когда я снимал обзор на лазутчик ситхов, я уже говорил, что вау-эффекта у меня не произошло. А вот в случае с этим набором мои ожидания полностью оправдались. Надеюсь, ваши оправдаются также. Подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых видео. На этом все. Всем пока!